Ahoj všichni, vítejte na Slovanském podcastu. Zapraszamy na Слав'янський подкаст. Вітаємо всіх і ласкаво просимо на Слав'янський підкаст. Усім привітання і вітаю на Славянском подкасте. Поздрав свima и добродошли на Славянский подкаст. Всем привет и добро пожаловать на Славянский подкаст. Всем привет, добро пожаловать на Славянский подкаст. Сегодня очень интересный день, потому что у меня гостья Ирина. Привет, добро пожаловать. Всем привет. Привет, Патрик. Ой, это супер. Может быть, первое расскажи чуть-чуть о себе? Да, хорошо. Меня зовут Ирина, или многие подписчики моего канала знают мое имя как Ира. Это короткий вариант имени Ирина, и я использую оба варианта. Я уже больше 8, наверное, лет преподаю русский язык иностранцам, но уже, наверное, больше 9 или даже 10 лет преподаю русский язык носителям языка, потому что я училась сначала на преподавателя русского языка как родного, а потом на преподавателя русского языка как иностранного. И в том числе я также преподавала и преподаю русскую литературу. Поэтому, наверное, можно сделать вывод, что я люблю русский язык и как родной, и как иностранный. Я работала в университете. Университет называется МГИМО. Это Московский государственный институт международных отношений. Я работала там 5 лет, но 1,5 года назад я решила уйти из университета и полностью заниматься своим проектом. Мой проект называется «О русском по-русски». Это, во-первых, YouTube-канал, на котором я публикую видео о русской грамматике, русской лексике, фонетике. В целом рассказываю о русской культуре, показываю, как люди живут в России. Также есть сайт, на котором я публикую задания, диктанты и другие материалы. И еще есть страница на сайте Patreon. Это платная часть проекта, где у нас такое уютное сообщество любителей русского языка. И, наверное, последняя часть моего проекта, но не менее важная, это онлайн-школа о русском по-русски, где я помогаю студентам найти преподавателей, а преподавателям найти студентов, чтобы всем было комфортно и интересно изучать русский язык. Ну, наверное, так, если очень кратко. Да, я помню, потому что я тебе сказала раньше, первый раз, который слышал твой материал, было очень-очень трудно, потому что это было только на русском, я думал, что это такое? Ну, какой кошмар, не могу понимать. Ну, конечно, сейчас думаю, что это фантастично, это очень интересно, потому что ты знаешь, как ты говоришь о грамматике, например, могу изучать и тоже практиковать как аудирование. И это просто супер. Но и то, что ты мне сказала, ты очень люблю... могу использовать ты, потому что ты мне сказала, это хорошо, да? Ну, ты сказала, что ты любишь русскую литературу. Ну, наверное, это очень интересно, потому что для меня, на мой взгляд, как иностранному, это чуть-чуть трудно. Как могу читать не без проблем, но лучше, как, например, классическая литература, как Достоевский, Толстой и так далее? У тебя есть советы? Очень хороший вопрос. Да, я действительно очень люблю русскую литературу, да, в принципе, и зарубежную литературу тоже люблю. Я всю жизнь много читала и стараюсь много читать сейчас. И так получается, что мои студенты тоже очень любят читать, и многие мои студенты изучают русский язык для себя. И одна из причин, почему они это делают, это желание читать русскую литературу. И сразу, наверное, стоит подтвердить то, что ты уже сказал. Это трудно. И я даже могу сказать, что для носителей языка тоже часто бывает трудно читать русскую классическую литературу, потому что в этих произведениях используется много старых слов,
значения которых мы не знаем, потому что мы просто сейчас не используем эти слова. Также есть какие-то устаревшие конструкции, которые мы тоже сейчас не используем. И поэтому, когда, например, мои студенты приходят ко мне и просят начать читать классическую литературу, мы с ними обычно читаем произведения в адаптированном варианте. Что это значит? Это значит, что какой-то преподаватель взял текст, оригинальный текст произведения русской литературы и чуть-чуть изменил слова, конструкции, так, чтобы для определенного уровня русского языка этот текст стал понятен. И, например, есть такие адаптированные тексты для уровня А1, А2, Б1 и так далее. И поэтому сначала мы со студентами читаем вот такой адаптированный вариант. Таким образом, студент уже знакомится с сюжетом, уже знает героев, уже в целом понимает даже какие-то детали. Потом, после этого, мы обсуждаем этот текст. Я убеждаюсь, что студент все понял, и предлагаю студенту дома попробовать прочитать оригинальный текст. Конечно, это будет сложно, и я предупреждаю, что нужно быть к этому готовым. Я также обязательно отправляю ссылку на аудиокнигу, чтобы студент читал и слушал, как произносить какие-то слова, потому что, как я уже сказала, есть слова, которые студент, возможно, никогда больше нигде не встретит, потому что они устаревшие. И потом студент задает мне вопросы о каких-то словах, конструкциях, которые были новыми. Но самое главное, что когда студент читает это произведение в оригинале, он уже понимает, о чем идет речь, что делают герои, что происходит. И теперь он концентрируется на вот этих сложных словах, конструкциях, на стиле произведения. Понятно. Потому что, знаешь, первый взгляд, я очень хотела читать «Мастер и Маргарита». Но, ты знаешь, «Мастер и Маргарита» очень сложная история, не только на русском, на английском тоже, на португальском тоже и так далее, потому что история чуть-чуть трудно. Много деталей, и что. Поэтому думаю, ой, на русском это невозможно, потому что когда мы говорим, конечно, это не очень сложно, как читать классическую литературу, но думаю, что ты права, когда ты сказала, много людей начали изучать русский язык, потому что русская литература очень интересна. Но тоже это не просто так, как сейчас могу говорить на русском, и поэтому могу читать. Нет. Если у тебя только мотивация для литературы, может быть сложно. Но это очень интересный совет. Сначала мне нужно читать, адаптировать. Как адаптированный Да, вариант. один из вариантов адаптированный текст. Кстати, «Мастер и Маргарита», на мой взгляд, очень сложное произведение. И я пример того человека, которому в какой-то момент жизни было трудно прочитать это произведение. «Мастера и Маргариту» мы обычно читаем в школе. И есть очень много детей, которые не могут в школе прочитать это произведение, потому что оно им не нравится. Они его не понимают. Я была одним из таких детей. В школе я не смогла прочитать это произведение. Я прочитала это произведение полностью уже в университете. Интересно. У тебя есть любимая книга? Это сложный всегда для меня вопрос, потому что у меня много любимых книг, и я даже не знаю, как выделить какую-то одну. Но часто я отвечаю роман «Тихий Дон». Может быть, ты слышал об этом произведении. Это такое большое произведение по объему, наверное, близко к роману «Война и мир». Там много героев, много событий, но мне нравится это произведение, потому что в нем много истории казаков. И это произведение я полюбила еще в школе и читала, наверное, 4 раза, может быть, 5 раз. Оно мне очень нравится, но также мне нравятся и другие произведения. Анна Каренина, например. Я читала Анну Каренину тоже раз 5 или даже больше. И в целом, так как я раньше преподавала литературу носителем языка, я
очень много раз читала какие-то произведения перед нашими занятиями, и практически все произведения, которые изучают в русской школе, я читала по многу раз. И многие из них я очень-очень люблю. Ой, «Война и мир» тоже сложно. Да, чуть-чуть сложно, да. И у меня другие вопросы, может быть, интересно тоже. Подожди, грамматика, ну, конечно, подожди, как могу, наверное, как эффективно практиковать и использовать подожди, потому что, ты знаешь, это тоже чуть сложно. Например, если ты из Бразилии, как я, и если ты из Америки, потому что на английском, на португальском у нас нет как подожди и так далее. Если ты знаешь слов как I read books, хорошо, но на русском нет. Если ты только знаешь как я, и после этого читать, и что, книга, нет, книгу и так далее. Но как могу эффективно изучать грамматику? Ну, если мы говорим о падежах, то, конечно, эта тема не самая легкая для всех иностранцев. Даже для тех иностранцев, в чьем родном языке есть падежи, потому что падежи могут различаться, окончания у похожих падежей тоже могут различаться. Поэтому я бы сказала, что у всех моих студентов есть такой же вопрос, как у тебя. Как справиться с темой падежей? Падежи нужны, это очень важно. Вообще русский язык очень грамматический язык. То есть если, например, на английском языке мы, как ты привел пример, можем использовать только одну форму существительного всегда, books, 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 то в русском языке нет. И не всегда, но часто использование неправильного падежа может поменять смысл всей нашей фразы. И поэтому падежи нужно изучать. И, конечно, есть очень много способов. Но расскажу, как я, например, с моими студентами работаю с падежами. Очень важно понимать, зачем нам нужны падежи. Потому что у каждого падежа у него есть свои значения, или я предпочитаю называть их функциями. Например, сегодня буквально утром у меня было занятие с моей студенткой, и мы с ней повторяли родительный падеж. И как раз обсуждали, какие функции есть у родительного падежа. Например, мы точно знаем, что если мы говорим об отрицании, нет, не было, не будет, после этих слов мы должны использовать родительный падеж, потому что одна из функций родительного падежа – отрицание. И когда мы пытаемся что-то говорить, и мы понимаем, что сейчас мы будем говорить об отсутствии, отрицании, в нашей голове должен появиться сигнал. Нужно использовать родительный падеж. И для меня, как для преподавателя, в моей работе вот эти функции падежей, они на первом месте. И когда мы работаем с моими студентами, мы в первую очередь учимся не просто запоминать этот падеж или этот падеж, а мы учимся думать, как, когда нужно использовать этот падеж. Потому что когда мы разговариваем, носители языка, мы не думаем, я говорю об отсутствии, надо использовать родительный падеж. Нет, мы так не думаем. Но иностранцу нужно так думать. Хотя бы первое время, когда он овладевает падежами. Потом это становится автоматически. Кроме функций, конечно, нам нужно знать, как меняется слово в каком падеже. Например, шкаф в шкафу. Нет шкафа. Мы поменяли окончание слова. И это скорее такая автоматическая вещь, которую можно очень легко отработать, делая много упражнений, потому что здесь не надо понимать, какая буква в конце, надо просто знать. И знать, то есть выучить что-то, намного легче, чем научиться понимать, когда какой падеж использовать. Поэтому выучить окончание слова в каком-то падеже студент может дома сам.
Главное просто запомнить это. А вот научиться использовать в речи и понимать, какой падеж, мне кажется, что это делается уже на занятии с преподавателем. И мы стараемся со студентами этому научиться. Кроме того, у нас есть очень много глаголов в русском языке. Глаголы – сложная часть речи для всех студентов. У них есть несовершенный, совершенный вид, приставки и так далее. Но кроме этого, у глагола есть управление. Что это значит? Это значит, что после глагола мы можем использовать какой-то падеж и какой-то предлог. Ну, например, мы говорим «скучать по кому?». И мы, когда используем глагол «скучать», мы должны вспомнить, что нам нужен предлог «по» и дательный падеж. И вот это уже мы можем только выучить. То есть делая большое количество заданий и потом стараясь использовать это в речи. То есть это, в принципе, не всегда можно понять. Иногда логики нет. Иногда нам нужно просто запомнить, какой падеж, какой предлог. И еще падежи часто используются в каких-то конструкциях. Ну, например, мы всегда говорим «кому нравится что?». И в этой конструкции мы знаем, что мы должны использовать дательный падеж и именительный падеж. То есть вот эти конструкции тоже надо запоминать. И я много раз использовала слово «запоминать» или слово «наизусть», и действительно многое в теме падежи надо просто выучить наизусть, и тогда следующий этап – пытаться использовать это в речи. Чем больше мы используем в речи то, что мы выучили наизусть, тем больше вероятности, что это останется в нашем активном запасе, лексическом или грамматическом. Я это вижу не только как преподаватель, но и как студент, потому что я тоже изучаю иностранные языки, и я замечаю, что если я просто делаю упражнения, и мне кажется, все, я все знаю, теперь буду легко это использовать. Это может остаться в моем пассивном запасе, и я узнаю это в тексте, вспомню, что я когда-то делала упражнения, но когда я буду это пытаться использовать, не факт, что я это смогу быстро вспомнить, а тем более правильно использовать. Поэтому, на мой взгляд, лучшая работа с падежами – это учим окончания, конструкции, глаголы, с которыми мы используем. Пытаемся понять, когда использовать какой падеж, то есть узнать функции падежа. И третье – уже максимально стараться использовать эти знания в нашей письменной или устной речи, а лучше и в той, и в другой, потому что нам приходится использовать язык и так, и так. Но, конечно, я понимаю, что не у всех есть терпение так с этим работать, и у меня есть студенты, у которых уже высокий уровень русского языка, но бывают случаи, когда они путаются в падежах. Бывает, и в этом нет на самом деле ничего страшного, если вы иногда делаете ошибки. Я часто слышу ошибки в падежах, даже в носителе языка, потому что есть такие сложные предлоги или сложные глаголы, которые мы не часто используем, и мы, когда начинаем говорить, тоже не можем в нашей пассивной памяти быстро найти падеж, который нужно использовать. Вот доказательство того, что тема падежи трудная, даже носители иногда ошибаются. Но я верю, что все могут с этим справиться. Но главное помнить, что ошибки – это не страшно. И главное, как можно больше над этим работать, замечать какие-то новые глаголы, например, пытаться заметить, какой падеж, какой предлог использовали, и стараться это запомнить. А потом использовать в своей речи. Очень интересно, спасибо большое. Потому что у меня много проблем тоже. Ошибки и так далее. Не только сообщение, несообщение, вид глагола – это кошмар, просто кошмар. Ну, и тоже, это другая тема, но может быть интересно, потому что я смотрел твое видео тоже о ТРКИ. И ТРКИ, это как тест по русскому языку, как иностранному. И сначала тебе нужно что-то очень важно, и тебе надо сделать экзамен или нет? И когда? И почему?
Обычно экзамен ТРКИ сдают либо люди, изучающие русский язык и желающие повысить свою мотивацию, и у них есть тогда дедлайн, до которого у них есть возможность подготовиться к какому-то уровню. Ну или просто они хотят проверить, на каком уровне они находятся, сделать себе такой подарок в виде сертификата. Есть другой тип людей, которые хотят получить сертификат, например, на уровень B1, потому что этот уровень, он позволяет поступать в российский университет и учиться на русском языке. Или, например, сертификат на уровень B2, потому что он позволяет поступить в магистратуру в российском вузе и учиться на русском языке. Ну и в целом, например, если кто-то ищет работу и в этой работе он планирует использовать русский язык, наверное, сертификат будет плюсом для работодателя. И тогда этого кандидата с большей вероятностью возьмут на работу. То есть я бы сказала, что вот это основные группы, на мой взгляд, типы, точнее, людей, которые хотят сдавать ТРКИ. Понятно. И нужно ТРКИ чуть-чуть сложно, потому что, ты знаешь, если я думаю об, не знаю, DELE по испанскому языку, IELTS или CPE тоже, DELF, конечно, это чуть-чуть трудно, но это все нормально, потому что это экзамен. Но ТРКИ, например, ТРКИ уровень C2, ТРКИ 4, это сложно, это просто кошмар. Ты думаешь, что это труднее, чем другим экзаменам или нет? Это только мой взгляд. Мне сложно сравнивать с другими экзаменами, потому что я сдавала только IELTS, Academic IELTS, 2 раза. И ну, я не могу сказать, что для меня это было очень легко. Конечно, были тоже трудности. И не могу сказать, что я сдала на высокий уровень. По-моему, у меня был уровень C1, если я не ошибаюсь, но не C2. Конечно, не C2. Но это было давно, думаю, что сейчас мой уровень значительно ниже. У меня на канале был прямой эфир с Рафи, и он рассказывал как раз о своем опыте сдачи экзамена ТРКИ-4. И цель этого прямого эфира была рассказать всем, что да, экзамен сложный, но это не так страшно, как кажется. Я как преподаватель могу сказать, что экзамен непростой, но его реально сдать. Потому что формат экзамена известен, то есть ты знаешь, какие темы будут, ты знаешь, какую грамматику тебе нужно знать. У тебя есть, например, возможность выбора темы, о которой ты будешь разговаривать в аспекте говорения. Конечно, человек, который сдает этот экзамен, на мой взгляд, должен быть очень начитанным. То есть он должен уметь говорить по-русски на разные темы, об экологии, может быть, на какие-то политические темы, экономические темы. И мне кажется, что в этом может быть сложность, потому что есть люди, которые даже на своем родном языке много не могут сказать на эти темы. Ну, такое бывает. Они плохо разбираются в этих темах. Поэтому, на мой взгляд, в этом сложность, что нужно быть очень начитанным и в целом много знать, чтобы показать не только свою образованность, но и уметь показать эту образованность на русском языке. Понятно. Ну, хорошо, это все очень-очень интересно для меня. Спасибо большое. Твой YouTube-канал очень круто. И, ой, хорошо, это очень интересно, это супер для меня. Спасибо за все. Пожалуйста, пожалуйста. Я очень рада, что он тебе нравится. Я понимаю, что обучение русскому языку на русском языке, то есть без языка посредника, английского, французского или любого другого, подходит не всем. И я понимала это, когда я создавала свой проект, но я вижу, что все больше и больше людей решается изучать русский язык
без использования другого языка. И, на мой взгляд, это один из лучших способов, потому что ты погружаешься в язык, может быть, всего на 20 минут, пока ты смотришь мое видео, но все равно я очень люблю так изучать иностранные языки, и именно поэтому мой проект обучает только на русском языке, без посредника. Супер. И, конечно, это очень эффективно. Знаю. Нежно знаю. Ой. Ирина, спасибо за все. И пока-пока. Пожалуйста, пока-пока.